Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня видео о раскрашенном за месяц, за январь. Работ было очень мало, я бы сказала даже, ну как в моем понимании, ну для меня катастрофически мало. Но я знаю, почему их так мало. На самом деле их немало, как это может показаться на первый взгляд, но я объясню почему. Половина, я не стала сюда нести колортроник и цветовой квест животные, я их показала в январе, я закончила, ну, честно говоря, уже не достала я эти раскраски, не принесла сюда, но и не вижу смысла, собственно говоря, их мусолить, опять по второму кругу показывать. Я думаю, так все помнят. Кто смотрел, кто не смотрел, ну, они не будут смотреть, поэтому не вижу особо большого смысла сюда что-то тащить, показывать. Тяжелый месяц, тяжело начался год, я как-то на него больше надежд возлагала. Тяжело начался, и, поверьте, не по моей причине он тяжело начался. Как ни печально, многие подвели эту параллель, очень обидно, что они ее подвели, провели эту параллель, но ничего доказывать не хочется, честно говоря, никому. В общем, неважно, давайте смотреть раскрашенное. Так или иначе, ролик у нас о раскрашенном, не о грустном. Города. Остался мне цветовой квест «Города и кошки». Кошки, я не знаю, уже второй месяц как-то удивительным образом я умудрилась не затронуть, и в январе не исключение. Города я красила, но не закончила, девочки. Это вот, наверное, одна раскраска, которую я сюда принесла, незаконченную. Имеется в виду работу незаконченную. В городах мы красили сырой, мы здесь непосредственно красим вдвоем. Здесь остался только черный цвет, и не докрасила я, потому что у меня закончился черный. Но сейчас у меня появился черный фломастер, я, конечно, обязательно докрашу. Просто сидеть, торопиться галопом по Европам, чтобы снять видео, я уже не стала. В общем-то, в целом она закончена, здесь просто вот не хватает, видите, черного, чисто вот этих вот. А в целом я закончила. Муторные квесты тяжело идут, но постараюсь закончить. Уберу большую книгу, потому что слишком большая. Дальше. В час заката Мария Тролли. Я говорила, я хочу ее закончить. У меня есть на нее определенные планы, отдельное видео снимаю также по ней. Потом покажу вам. Что-то я сегодня прям не знаю, то ли из-за того, что чуть-чуть переживаю, то ли, в общем. Ладно, камера что-то как-то не туда смотрит. В час заката. Я хочу ее закончить как можно быстрее. Исключительно потому, что она мне не идет. Я еще две остальных даже не начинаю, честно говоря, потому что, ну, не идет. Может быть, в дальнейшем пойдет. Мне нравится раскраска, мне нравятся иллюстрации, но у меня они не идут. Поэтому я решила уже как можно быстрее с ней покончить. Что-то у меня здесь раскрашено, что-то нет. Ну, давайте покажу. Я раскрасила вот этот разворот. Красила мэджиками. Не идет. Вот у девчонок смотришь, я прям балдею. Вот многие девочки, ну, действительно шикарно здесь красят. И я как-то вот, ну, не идет она у меня. Хоть убейте, не получается. Задуманное мне сложно. Я не знаю, с чем это связано. Видимо, просто не моя. Раскраска не мою. Не знаю. Дальше следующая иллюстрация, это была вот такая роза, тоже пыталась мэджиком раскрасить. Решила так вот нестандартненько ее раскрасить, не розовым, не красным, даже не желтым, ну не чисто желтым. Не знаю почему. Здесь вот еще гелевые ручки. Я не понимаю, честно говоря, что не так, но как-то мне сложно их красить, эти иллюстрации. Дальше вот такая вот была раскрашена девочка на подсолнухе. Вот. Здесь тоже карандаши, чуть-чуть пастели на фоне. Специально хаотично наносила. И вот металликами, маркерами, вот эти вот точечки, звездочки красила. Дальше, я уж, честно говоря, запуталась, где я что красила, в каком месяце. Но большую часть это сейчас будут январские именно работы. Многие, я вот смотрю по закладкам, я еще не доделала. У меня были определенные планы, но это я уже в отдельном видео покажу, кому интересно. Покажу, расскажу. Так, наверное. Дальше вот такие птички были на... Тоже вы не смотрите на эти ноябрь, это я просто старые стикеры.
когда-то красила, подписывала. Ну, новые, чтобы не портить. Так, дальше что? А то скажут. Потом была вот такая мышка с ягодками. Не знаю. Все красят. Я почему-то схватила вот эти фиолетовые, сиреневые карандашики. В общем, у всех малина, у меня, наверное, ежевика получилась. Может, не совсем это правильно, но мне так захотелось. Поэтому я сделала. Ну и тоже получился, соответственно, здесь разворот. И, по-моему, как мне кажется, по-моему, это все. Я не уверена. Здесь, по-моему, я показывала уже. По-моему, это все, что я успела раскрасить. Ну, вот здесь немножко начала тоже делать. И все в этой раскрасочке. Дальше была вот такая у меня раскраска с PDF. Здесь у меня такой небольшой сборник. Это у нас, как ее, Дженнифер Зиммерман и еще там автор другой. Такие вот иллюстрации. И я здесь раскрасила, по-моему, где она. Опять сейчас я ее буду искать. Я постоянно ее здесь пытаюсь найти. Все время проблема. Прячется она у меня все время здесь, эта девочка. Что ж такое? Маловато, наверное, пружина здесь. Вот такая вот снежная королева, как я ее называю. Я ее красила. Начинала красить, не поверите, еще 31-го сидела. По-моему, начинала, если не раньше. 30-31 где-то. Я пробовала. Вообще мне было интересно, как здесь все, вот видите, девочки, все более черные, так, все затемнения. Мне было интересно, как получится, не получится. У меня вообще такой формат раскрашивания. И я начинала, просто баловала, сидела карандашами. Они у меня до сих пор, по-моему, на столе. Кожу красить. Да, месяц уже пролежали, представляете? Единственное, что не знаю, ну, мне очень она нравится, я обалдею, как получилось. Мне понравилось. Здесь, вот видите, блестки здесь у нее. Я надеюсь очень, что видно. И на глазах тоже у нее там блестки. Мне очень понравилось. Мне нравится, я прям на 100% довольна. Муж почему-то забраковал у нее вот эту вот щеку. Сейчас возьму карандаш, а то опять скажет, руками показываю. Забраковал вот эту часть щеки, как будто она у нее впала. Ну, не знаю, у нее даже затемнение здесь. Пока что переделывать сама лично я не берусь за работы, не рискую, поэтому... Но в целом я довольна, мне безумно нравится результат. Не знаю. Я с удовольствием ее красила. Дальше. Мариола Будек. Тоже уже, наверное, заезженная такая тема. Все знают, что я безумно... Мне она понравилась. Ее работы, точнее, да, Мариола Будек, ее вот эти вот портреты, прически и так далее. Я прям на них подсела, поэтому да, я здесь прям с огромным удовольствием раскрашиваю. Раскрасила одну из двух. Планировала две, но получилось... Не то, что получилось, успела сделать одну. Вот такая девушка. Ну, не знаю, кто говорит хорек, кто ласка, кто еще что-то. Ласка, хаска, в общем. Неважно кто. Главное, что получилась вот такая вот девочка. Выбирала, мне хотелось чего-то такого, знаете, зимнего. И я, ну, что-то максимально приближенное к зиме. Чтобы уже как бы зима была. И я вот исключительно, что мех, зверушка. Хотя мех я не умею еще пока делать, раскрашивать, как вот в полном объеме. Ну, как-то вроде к зиме розы не совсем. Ну, в общем, я решила, что пусть она будет зимняя. Фон пастелью сделала такой легкий. Тоже, ну, не знаю, мне нравится. Мне кажется, что вполне удачно и очень даже симпатично получилось. Я довольна в целом. Как все вышло, мне очень нравится. Я не знаю, видно вам, нет, в полном объеме. Все у нее закрашено, раскрашено, и кожа, и волосы, и фон. Ну, в общем. И здесь я красила карандашами Берлинга. Новые карандаши я показывала, Берлинга классическим. Ими раскрашивала. Ну и вторая у меня была в планах. Иллюстрация, вот здесь закладка. Сейчас покажу.
Вот она была в планах, я сделала, видите, как и хотела, закрасила ей черным цвет. Ой, черным, господи, что я говорю? Черным цветом фон закрасила уже все. Кожа тоже готова. На камеру, наверное, высвечивает. На самом деле все раскрашено. Я даже не знаю, как вот я все закрасила. Надеюсь, вам видно. Ну, дальше дело не пошло. Что-то я отвлеклась на другое. И, в общем, вот. Так что буду в феврале заканчивать, я надеюсь. Ну, я думаю, что закончу, потому что, как я уже сказала, Мариола мне нравится. Единорожки. Морские эти нарвалы. Мы здесь красим с Машей. Ой, прошу прощения. Все, что-то я. Мы здесь красим с Ирой и с Мариной. Марининой раскраски. И была здесь... Так, где она? Это у меня иллюстрация, представляете? Так. Так. Сейчас закладка стоит. Да, вот она, а я еще хожу. Вот такая вот была иллюстрация, я ее, по-моему, не доделала. Сейчас смотрю. Не то чтобы не доделала, вообще здесь фоны я очень редко крашу, не знаю, здесь как-то фон не хочется. Я здесь пробовала металликами, маркерами закрашивать, видите, не совсем это подходит. Красиво все, но не совсем это удачно, мне кажется. Стекло. Мне как-то пока сложновато красить стекло, поэтому... Ну, а в целом веселенькая она такая. Вот делаю, где делала, пыталась сделать фон, и как-то не особо это получается. И поэтому я решила, что... Плюс я начала уже красить, и потом подумала про фон, поэтому как будет, так будет. Не страшно. Дальше полуночный маскарад. Здесь мы с Ирой тоже красили. Мы должны были красить декабрь, ну и январь, соответственно. Я в декабре не раскрасила здесь разворот. Планов тоже было громадье на эту раскраску. Опять же, не знаю, что-то пошло не так. И я раскрасила уже в январе декабрьский разворот. Вот такие вот у меня получились девочки. Все в одном каком-то таком цвете. Не знаю, зимний вариант, но получился у меня он зеленый. На фоне так тоже хаотично пастель немножко добавила. Потому что тоже, опять же, уже почти раскрасила, и потом подумала про фон. Не рискнула ни акварелью, ни чем-то тут делать фон, поэтому взяла пастель. Здесь уже лира. Да, здесь полностью лира, карандашики. И чуть-чуть гелевые ручки, там белые гелевые ручки добавила. Вот если, не знаю, позволит камера, покажет, не покажет, не хочет, да? Она показывать эти блестки. Ну, блестит на самом деле. В общем... Не знаю, они все идут вроде как все вместе, одной семьей большой. И, в общем, я их сделала, знаете, такие... Ну, пусть это будет одна семья, сестрички, я не знаю, или мама и дочки. И, в общем, я как-то видела в Инстаграм, знаете, кто-то раз, видимо, шутки ради выложили фотографию. Семья, мама с папой, рыжие. И вот у них в семье, по-моему, 3 или 4 дочки, и они все прям как одна, одинаковые волосы, одинаковый цвет, они все, у всех кудрявые, у всех ярко-огненно, такие красивые, рыжие, прям даже прическа одна. Вот то ли папа ксерокс, то ли это. И вот я как-то вспомнилась мне это все именно в хорошем смысле, ничего плохого. И я решила как-то, знаете, вот, видимо, на бумагу это все перенести. Ну, здорово. Мне нравится, я довольна результатом. Мы должны были красить следующий разворот в январе. То есть это декабрьский должен был быть, а это январский. Но я вот уже не стала начинать, потому что я бы его просто уже не раскрасила, не успела. Поэтому буду красить, наверное, скорее всего, в феврале. Может быть, несколько сразу. Дальше. Санкт-Петербург. Белые ночи. Все знают, я обожаю, фанатею, но вот как-то я боюсь этой раскраски, не знаю почему. Я ее боюсь пока что. Здесь всего лишь, по-моему, 2 работы у меня. И вот вторую я сделала. Была первая, вот вторую я сделала работу. Вот такой вот. Да что ж такое? Это акварель. Здесь все акварель, ну чуть-чуть листья карандашами прошлась, как-то мне показалось, что бледновато. Листья и вот эти вот, ну, деревья, стволы.
Не очень я тоже подрастроилась, как-то я взяла совсем другую акварель. И мне не понравилось, как она легла здесь, прям совсем отвратительно. Но в целом я довольна. Вот. Вот такой получился разворот. Я обожаю Питер. Видите, закладка здесь тоже такая. Я прям фанатею Питером. Но вот пока что я боюсь ее. Осторожно так в ней крашу. Дальше. Времена года Ханна Карсон. Все знают, я тоже говорила, что я буду ее продвигать, чтобы побыстрее закончить. Здесь я раскрасила одну иллюстрацию. Я уже говорила, в поддержку Ханны. Надеюсь, у нее все хорошо, все замечательно, она поправляется. Вот такие вот птички у меня получились здесь на фоне акварель. Спрей. Акварель. Вот такая вот. Акваспрей. Да, они вообще идут, ну, по большей части их предлагают для скраббукинга, но мне странички опять же декорировать. Ну, для рисования, я думаю, тоже здорово. Единственное, что они вот сначала хорошо брызгают, но в какой-то момент такие получаются ляпы. В этот раз, видите, я их специально сделала именно тут. Ну, во-первых, мне не нужно было здесь сильно затемнять. Во-вторых, ну, уже чтобы как-то это было все. Конечно, да. Вот это вот, как теперь обыгрывать, я, конечно, буду думать, потому что, ну, хотя бы потому, что это разворот. Была бы это одиночная иллюстрация, еще полбеды, но это разворот. Да. Здесь, собственно говоря, то же самое произошло. Но здесь попроще. Здесь одна одиночная, поэтому, наверное, будет проще сделать. Там уже большая часть здесь раскрашена. Иллюстраций много. Буду дальше ее двигать. Совушки. Миллион сов. Не знаю. Мне трудно. Девчонки так классно в ней красят, и с удовольствием, и быстро, и легко. Она мне тоже вот не дается, как, собственно говоря, и вторая, сейчас покажу. Но красить нужно, коль уж я ее купила. Очень мало здесь раскрашено. Я бы сказала, не раскрашено больше. Здесь вот тоже, видите, начинала и как-то не доделала. Ну, не знаю, у меня не идет эта раскраска совершенно. По-моему, это единственный вот разворот в полной мере, который здесь у меня сделан. Акварелью чуть-чуть дорабатывала, ну, доделывала карандашами. Вот. Я показывала как-то, я пробовала сделать фоны. Ну, баловалась, сидела акварелью, решила, что ну пусть она у меня будет такая, знаете, как тренажер, раскрасочка. Вот, и вот немножко подзакрасила в некоторых моментах, то есть совушку все-таки немножко доработала. Хотя сейчас смотрю, нужно было здесь что-то доработать. Не скажу, что это шедевр. И даже совсем не шедевр. Ну, не знаю, у меня она не идет. Как дальше ее красить, не представляю. Не получается. Почему? Не представляю. Миллион новогодних котов. Здесь может как-то вот попроще. Вот видите, оно все протекает. Еще вдобавок ко всему. Был вот такой у меня разворот с мишками новогодний. И я сделала еще один разворот с котами. Вот такой вот новогодний. Здесь везде акварелька. Здесь вообще ничего, кроме акварели. Не дорабатывала ни карандашами, ничем, просто вот раскрасила. Мне девчонки посоветовали, говорят, не заморачивайся, слишком много ты от нее хочешь, от этой раскраски, возьми и просто крась. Ну вот взяла и просто красила, и в итоге вот теперь надо вот взять и просто исправить, да. Вот такая вот работа. Не знаю, что не так с этими раскрасками, мне они как-то не даются. Дальше. Керберазанос. Здесь было 3 работы. Первая вот такой вот леопард. Вообще с леопардом вообще какая-то, я не знаю, в этом месяце, вот видите, как, почему все это происходит, я не могу сказать. То есть здесь вообще пошло все в легкую и никаких проблем. Здесь вот началось с того, что бумага как-то воду не особо хорошо восприняла. И фон здесь должен был быть другим совершенно. У меня что-то пошло не так, не получилось. Я решила дальше не испытывать судьбу, оставить как есть. То есть он по факту не совсем то, что бы мне хотелось. Леопард тоже, мне кажется, бледноватый. И вообще в планах у меня, наверное, потом, может, немножко его доработать, что ли. Какой-то бледный он получился. Вообще, хочу сказать, иллюстрация бледная получилась. Ну и снег. Здесь тоже все акварель.
Ну и очень хотелось бы мне сказать, что здесь акрил, но, увы и ах, не поверите, девчонки, я перепутала банки, они у меня абсолютно одинаковые в процессе болталки, пока болтала, сидела, красила, думаю, ну что-то не то, что-то не то, что-то не так, не понимаю, что. Почему вот, да, что не так с этой иллюстрацией, думаю, что-то не нравилось мне, как ложился это вот акрил, в общем, да. И потом я поняла, что это вовсе-то и не акрил. Я не акрилом снег делаю. Представляете? Да. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Я, оказывается, вместо акрила схватила грунт и грунтом начала закрашивать. Представляете? Очень расстроилась. Но в целом он тоже белый, и в целом он лег. Единственное, он немножко с соседней картинки взял краски, этот грунт. Поэтому, да, конечно, обидно. Но в целом не критично. Дальше была еще иллюстрация одна. Здесь я вот посмотрела у Ксюши. Она красила, делала челлендж себе такой по поводу тигров. Я тоже вдохновилась, затравилась. В общем, раскрасила тоже этого тигра. Тем более, что он был в планах. И плюс мне хотелось его раскрасить, как раз год тигра. Ну, в общем, я тоже решила раскрасить этого тигра. И знаете, как он мне вообще прям в легкую дался. Здесь все вместе. Здесь поска на фоне. Браши. Брашами я раскрасила этих бабочек. Акварельный тигр. Карандашами зелень. Вот. Здесь такой прям микс получился. Ничего не протекло. Слава богу, все хорошо. И последняя в этом месяце была иллюстрация. Это вот такие совята. Мы красили с Ириной здесь уже. Таких вот, это даже, по-моему, сыч, если не ошибаюсь. Мне нравятся совы, поэтому я с огромным удовольствием раскрасила. Ну, здесь мэджики. По-моему, все мэджики. Если не ошибаюсь, могу, конечно. Ну, по крайней мере, дерево мэджик. Нет, сейчас я вам скажу. Здесь мэджики и листочки. Вот это вот большие коряги. Это двухсторонняя берлинга. Вот, а здесь, по-моему, так микс карандашей намешала и все. Ну и тоже карандаш на фоне. В общем, вот такие были работы здесь, в Керпе. Надо ускоряться, а то много наболтала уже, да? Ну и, как я говорила, сейчас будет еще пару работ, которые я сделала по челленджу Ксюши. Ксюш, привет тебе еще раз. По ее челленджу сделала пару работ по поводу, ну, я имею в виду по тиграм. И раскрасила вот в такой раскрасочке от Наташи. Это у нас фееричная книга, да, фееричная раскраска. Я раскрасила здесь вот такую иллюстрацию с тиграми. Здесь тоже на фоне акварель. Вот это вот луна, не знаю, солнце или что они тут имели в виду. Тоже акварель. Все остальное. И вот этот камешек. Ну, я так думаю, камень, наверное. Навряд ли это дерево. И все остальное карандаши. Вот. Тигрята такие вот, да, красивые. Феечка. Ну, не знаю, особо на фею-то она и не похожа, но пусть будет феечкой. Все здорово, все замечательно. Здесь чуть-чуть протекло, но это все, как говорится, поправимо. Здорово. Ну и еще одна мама и малыши. Тоже от Наташи раскраска. И я тоже здесь раскрасила тигров. Как раз таки вот по этому челленджу. Вот такие вот тигрята. Ну, тоже мама с тигренком. Не тигрята, а мама с тигренком. Дальше я раскрашивала пейзажи. Мы раскрашивали в пейзажах. Что мы раскрашивали, я не знаю. Я не помню, да. Так, в январе мы красили вот такой пейзаж сырый. Ну, здесь, понятное дело, фломастеры. Самые обыкновенные. Разные здесь фломастеры, поэтому не будем долго о них говорить. Раскрасила по номерам. Дальше волшебные миры мы тоже здесь красили сырой. Вот такую я раскрасила, потому что Ирина красила здесь феечку. У меня она уже раскрашена, поэтому я выбрала вот такую иллюстрацию. Здесь тоже фломастеры, по-моему, Крайола и Фабер-Кастель.
чуть-чуть вот с фоном не угадала. Мне почему-то казалось, что он будет сильно отличаться от этого. Ну, вот, увы и ах. Ну, как вышло, так вышло. Дальше. Гарри Поттер. Обожаю Гарри Поттера, как и Хоббитов. Безумно люблю. Но то ли раскраска неудачная, то ли я не знаю. В общем, я выбрала вот эту иллюстрацию, что я ее не гладила, честно говоря, и не выравнивала. Видите, что у меня тут получилось? Придется исправлять. Мам, не горюй. В общем, я насмотрелась у девочек это мастер-классов и так далее. Как делать вот ржавчину, да, или какой-то такой старый металл, или типа того, что-то. Не скажу, что я довольна, что мне понравилось. Кирпичики по старой схеме делала, красила, как всегда. Но мне кажется, здесь они как-то у меня получились все-таки, ну, не совсем натурально. Что ж такое, сегодня прям, знаете, не попадаю в кадр. Мне прям это уже начинает нравиться. Не вмещаюсь. В общем, раскрасила карандашами кирпичную стену. Раскрашивать начала карандашами, пробовать сделать вот это вот старый металл, да, или что-то в этом духе, ржавчину. Не особо мне это получается, как-то немножко корявенько получилось. Но это тоже опыт, это здорово. И я решила вот эту вот часть, да. Ну, я сделала ее, как будто она вся железная, старая, такая железная. По идее, деревня-то Холксмит старая. Я хотела намочить по-мокрому, знаете, акварелем. Бумага махом впитывает эту воду, и мне ничего не получалось. В общем, я, да, психанула, закрасила и карандашами доработала. Ну, уже, как говорится, да, что вышло, то вышло. Ну, вышла из положения, скажем так. Не знаю, я не скажу, что я довольна, не скажу, что это классно, но это тоже опыт. Здесь как-то, я не знаю, пошла по кирпичам, что ли. Здесь тоже, вот видите, кирпичная стена у меня раскрашена. Пошла по кирпичикам в этой раскраске. Ну и начала вот тоже один разворот красить карандашами. Не знаю, просто сидела, болтала по телефону, ну и закрашивала. Не уверена, что я доделаю его в ближайшее время. Средиземье. Здесь мы тоже красим сырой постоянно, по очереди, иллюстрации по порядку. У Иры она появилась раньше, у меня чуть позже, соответственно, у меня пару пропущено. И мы здесь красим с Ириной с самого начала по порядку. Я вот какие-то иллюстрации красила сама отдельно. Вот, например, вот этого. Слушайте, оно как будто вот выцветает. У меня такое чувство, что карандаш выцветает, что ли, оно светлее намного стало. Прям вообще обалдеть. Вот. Давайте немножко покажу вам, полистаю. Вот самая первая, собственно. Ну, я начала ее тоже по порядку красить, догонять девчонок, у кого есть эта раскраска. Затравилась, мне было интересно прям всех догонять, красить. Написали мне тут комментарий, прилетел, что у нас очень похоже, как мы раскрашиваем, одинаково именно в этой раскраске. Ну, не знаю, может быть, не скажу, что я прям согласна с этим мнением, но не скажу, что прям совсем не согласна. Мы уже не один год, мы очень давно общаемся, дружим. Вполне возможно, могут совпадать какие-то взгляды на цвет, на видение картинки, да, вот цветовое решение и так далее. Я здесь крашу здесь исключительно крашу лирой, по большей части. Здесь везде лира присутствует. Иногда немного, вот как здесь Виста артиста, вот цветы, допустим. Вот. Ну и если мне совсем не хватает оттенков, допустим, когда много зеленых, я могу взять еще другие карандаши, там полихромус или еще что-то, дабы добавить какого-то оттенка зеленого. А так здесь всегда, ну, я думаю, все знают, кто смотрит, здесь всегда у меня лира. Она везде присутствует, на всех вот лирой полностью. Лира, везде лира. И я в целом-то сильно не меняю одежду даже этим персонажам, поэтому у них лира, и она везде одна, поэтому, ну, не знаю, может быть. А здесь мы с Милой красили тоже. И опять же лира, ну, иногда пастель. Вот у меня пропущенная. Поэтому не знаю, может быть, кому-то так показалось, имеет место быть.
в общем-то. Но я не вижу в этом ничего, собственно говоря, плохого. Даже если бы это было и так. Ну, я не знаю. Не могу, мне сложно сказать, это сравнили просто, что они действительно просто похожи, или подвели вот эту, провели эту параллель, что кто-то из нас у кого-то срисовывает. Ну, как бы не знаю. Мы не советуемся, какой взять карандаш, какой взять цвет, поэтому, если вы об этом... Ну, это я так ответила на комментарий, девушки. Отступление, так сказать. Вот такие. Ну, мне кажется, вот лира немного выцветает. Они более бледные стали. Вот. У меня здесь обычная лира и немного акварельная лира. Здесь вот, допустим, это Виста. Я обожаю этих два карандаша, и они прям идеальны. Фактически для всего. Дальше были вот такие вот работы. Здесь вот акварель уже. Почти все акварель, ну, с добавлением немного. Опять же лиры, но здесь я еще немножко добавила металлики, карандашики. Ну, здесь очень много железа. Вот. Опять же акварель и лира. Акварель, лира и карандаш. И мэджик. Ну, дерево, понятное дело. Вот. Эту я не дорисовала, она должна была быть у нас в июле, июльская иллюстрация. Я ее так и не доделала. Знаете, потихоньку в процессе крашу. Я просто не определилась, здесь будет опять же все карандашом или все-таки лирой. Ой, акварелью. Это вот за август была. Здесь тоже все лира. Здесь даже мордашки им я сделала. Кожу, видите, полностью лирой. Не знаю, как-то вот камера высветляет. На самом деле все гораздо ярче, как, ну, не хочет выделывается камера. Дальше. Вот здесь акварелью я пыталась сделать небо, но немножко все-таки и здесь протекает. Пытается протекать. Здесь бумага не под акварель явно. Но я не боялась, потому что я знала, что здесь будет акварель. Тем более, что многие знают, что... Ну, не знают, наверное. Бывает так, что Ира раскрасила, я еще не раскрасила. Бывает наоборот. А бывает, мы вместе садимся и красим в процессе, да. Но это не значит, что копируем мы друг друга. Дальше. Следующая. Вот эта вот иллюстрация. Я, конечно, была недовольна результатом, потому что я взяла, опять же, намешала акварель, кожу. И раскрасила. И она получилась, он получился прям у меня. Ну, на камеру, конечно, он более светлый. На самом деле он прям такой розовый, как поросенок получился. Этот вот персонаж Бёрн. Но в целом неплохо. Ну и за этот месяц мы красили в январе вот эту иллюстрацию. Ну, они уже уезжают от этого Бёрна. Опять же, да. Здесь все раскрашено. Не знаю, камера прям... Специально, видимо, высветляет, как будто что на самом деле все давно, здесь все раскрашено, все закрашено. Почему так выбеливает, непонятно. Здесь, конечно, тяжеловато было мне красить, одни сплошные лошадки. Я уже говорила, лошадей как-то не мое. Обожаю лошадей, это прям вообще мое. Но красить их вот... Ну и плюс здесь очень много, опять же, художник нарисовал вот этих всех украшалок. Не украшают лошадей в обычной повседневной жизни вот до такой степени. Это праздничные все вот эти вот попоны, всякие вот эти вот штуковины, в общем, да. Тяжеловато было это все собрать воедино, но вроде бы получилось. Следующее у нас будет в этом месяце. Вот эта иллюстрация буду красить. Хотя бы нет. Ну, тут вот есть зверушки. Хотела сказать, зверей нет. Есть немножко зверушек. Так, ну что, у меня еще есть пару раскрасок по номерам. Тоже Дисней. Я здесь красила, но даже не в этом месяце, но хочу показать. Я просто не помню, показывала или нет. И вот мы плавно подошли как раз к тому моменту, почему мало работы. Их на самом деле немало. Во-первых, много законченных, да, раскрасок. Есть еще одна законченная, я покажу. Уже фактически законченная. А где она тут, господи? Вот такая вот белоснежка у меня была. Здесь не надо красить белым, а то может показаться, что я не докрасила. Вот такая белоснежка была.
Я просто, если честно, не помню, показывала или нет ее в раскрашенном в прошлый раз. И была еще одна белоснежка. Я ее начинала красить и, видимо, не докрасила. Сейчас я вам ее покажу. Вот она у меня не доделана. Как я так не доделала, забыла про нее, честно говоря, вообще не понимаю. Вот. И здесь тоже уже... Я здесь пытаюсь крайолы тоже закончить, поэтому, да, они у меня все заканчиваются. Печально, конечно, некоторые иллюстрации они прям портят этим. Ну, ничего не поделаешь. В общем, да. И я смотрю, у меня здесь еще пару начатых. И как я так не закончила их, честно говоря, не знаю. Вот видите, у меня пару иллюстраций не законченных. То есть их нужно обязательно закончить тоже и показать вам. Как так вышло, я не поняла. Видимо, ну, может, настроение такое было или что. Я бралась, начинала красить и не докрасила. Поэтому еще вот таких иллюстраций в разных раскрасках у меня прям, я смотрю, ну, очень много, которых я начала. Да, я вот вам уже несколько показала начатых. Я, наверное, нужно уже впору делать целое видео на эту тему. Так, ну и последнее в этом месяце, что я покажу, опять же, тоже по тому же типу. У меня заканчиваются, я говорила, браши, фломастеры многие, поэтому я решила уделить много внимания в этом месяце фломастерам еще. В январе здесь вот ошиблась, пришлось исправлять. В общем, красила вот такую вот иллюстрацию. Домик. Люк Скайуокер. Здесь столько коричневых намешали. Вот у меня краёла тоже закончилась. Я показывала, я пыталась ее реанимировать, но ничего у меня с этим не получилось. Психанула, думаю, ладно. Ну, я спокойно отношусь к таким моментам. Это все-таки раскраски, и они направлены, чтобы их красить, как бы отдыхать, да, антистресс. Не более того, потому что очень часто встречается, очень часто многие, опять же, возвращаемся к комментарию. Еще не вечер. Хочу вам, девушка, еще раз, последний раз, надеюсь, уже объяснить. Даже не объяснить, а сказать, чтобы вы как-то уяснили, запомнили для себя. Потому что, честно говоря, никакие ваши выпады, никакие хамства меня не пугают, не оскорбляют. Меня просто уже задолбало слушать всякий раз, когда вы утверждаете, что я плохой колорист. Я ни в одном видео не утверждала, что я плохой колорист. Меня это уже дико раздражает, мне уже надоело, потому что я нигде не говорила, что я колорист. Поэтому уясните, пожалуйста, для себя, и не надо оскорблять, иначе придется извиняться. Я говорила, что я раскрашиваю, мне нравится, я раскрашиваю для себя, показываю, потому что многим нравится смотреть, несмотря на ваше утверждение, какая я плохая. И все такое. Поэтому, ну, давайте не будем друг друга обижать, оскорблять. Поэтому я просто, правда, не хотела касаться этой темы. Я целенаправленно молчала. Не потому что испугалась, а потому что, ну, не хочется лезть в эту вот грязь всю. Не посчитала нужным, скажем так. И очень неприятно, что постоянно склоняют, постоянно пытаются укусить. И постоянно ставится акцент на том, что я... Никакой колорист, неинтересный колорист или еще что-то. Вы знаете, я не утверждала нигде этого. Поэтому еще раз к вам обращаюсь, пожалуйста. Не кидаться такими фразами, если вы... Ну, я понимаю, вы не смотрите все мои видео, и, наверное, не смотрели и не видели, где я об этом говорила. Ну, тогда и вообще утверждать не стоит этого, правильно? Собственно говоря, мы по большей части, большая часть девочек не колористы. Мы уж слишком хорошо знаем, что означает слово колорист. Не такие уж мы глупые, как вам кажется. Дальше. Итак, отступление, прошу прощения. Но просто накипело, знаете, вот обидно. Уже прям обидно. И я говорю, не хочется вот этих дрязг всех. Ну, видимо, вынуждают прям на это пойти. Дальше вот такой получился штурмовик у меня. Я здесь разогналась, что-то слишком... и начала дальше рисовать. И, по-моему, здесь вот, да, нужно, наверное, взять акрил, потому что ручка гелевая не закрасила. Здесь тоже начала, и черный у меня закончился. На самом деле, ну, здесь есть и очень ярко, почему отсвечивает, и получается бледным, я не знаю. Но черный здесь нормальный черный, но он уже тоже, видите, заканчивался. Я его вымучивала. Плюс здесь так много коричневых, и все они близкие друг к другу, что я, честно говоря, не знаю. Здесь кариока. Здесь тоже краёла была.
Вот тоже кариока раскрасила. Ну, здесь опять же тоже, видите, ну, здесь начала исключительно попробовать, и у меня все протекло. Другие фломастеры. Вот. Оно должна быть, в общем-то, так. Они протекли. Сюда протекли, поэтому я здесь тоже начала красить. Я не знаю, я сидела, был такой вечер, знаете, и я, в общем-то, все, даже, вот видите, краёла умудрилась каким-то чудным образом начать протекать. Пришлось потом поверх еще другим пройтись, но другой явно не протекает, я им уже здесь в этой раскраске красила. Я их доделаю, я говорю, наверное, придется целое видео посвящать этому, если интересно будет, по поводу того, чтобы это докрасить, доделать. Потому что вот таких вот начатых работ не только здесь. Я сейчас не только по номерам, и в обычных раскрасках, и по номерам. У меня очень много начатых. Я смотрю начатых, недоделанных, недоработанных. Поэтому я, наверное, здесь вот тоже у меня оказывается, я пока искала, смотрела тут, не тут, я красила. Увидела, что у меня вот, допустим, начатая, недоделанная работа. По-моему, еще где-то что-то есть тоже начатая. И таких работ у меня, к сожалению, оказывается, ну, достаточно много. Здесь вот, да, вот мы с вами видим уже вот 3 книги, плюс там еще пару. Поэтому, наверное, сделаю отдельное видео. Ладно, не буду затягивать, не буду на плохом. Давайте все-таки как-то жить дружно, ну, хотя бы видимость, да. Вообще, я как бы такой человек из разряда лучше плохой мир, чем хорошая война, поэтому, да. Давайте закончим на хорошем. Вот такие были работы. На хорошей ноте, так сказать. Немножко волнуюсь, ну, потому что, да, немножко выбили все-таки из равновесия такие вот моменты, такие горе-комментаторы. Все, что удалось раскрасить. Если что-то забыла, то я, конечно, вам покажу. Не стала я уже, как повторюсь, Colortronic с цветовым сюда тащить, опять листать. Ну, я думаю, 40 минут этого уже куда еще больше. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Ну, кому не понравилось, можете ставить дизлайки, что тоже, в общем-то, не запрещено. Всем пока, всем хорошего настроения, вдохновения. До новых встреч!